Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И всем снова здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, давайте я расскажу вам про кристаллы активации, про кристаллы усиления. Это вот эти вот кристаллики, которые мы можем покупать в лавке, но в первую очередь, когда мы проходим подземелья, когда мы их проходим первый раз, нам дают сундуки. Сундуки с теми самыми кристаллами. Они у нас называются кристаллы усиления, что в принципе понятно, да, что они значат и что они делают. А вот здесь не очень хорошо назвали кристалл воскрешения. По факту это кристалл активации. Эти кристаллы нам нужны в сложном режиме подземелья. Вот это вот испытание, вкладочка испытания. И здесь мы выбираем кристалл активации и, соответственно, кристалл усиления. Судя по названию, должно быть понятно. То есть кристалл активации — это тот кристалл с определенным условием, которое мы должны выполнить, чтобы активировать соответствующий кристалл усиления, который мы поставим вот сюда. То есть мы собираем свои вот эти вот усиляторы, скажем так. То есть выбираем тип активации и, соответственно, то, что мы активируем. Ну и я хочу подсказать, рассказать то, что я выбираю из этих сундуков. Кристалл усиления. Сундук выбора кристалла усиления. Ну здесь как бы сложно, потому что я не знаю силу вашего аккаунта. Мне, например, ни один из этих кристаллов не нужен, который дает, например, урон, который улучшает нашу выживаемость, да, то есть снижает по нам урон, щиты дает и вот это вот все. Это мне все не нужно. Я здесь выбираю только один кристалл, вот этот вот, на увеличение наград. Я его выбираю, например, один, а все остальные я выбираю разные. Почему я так делаю? Потому что я их скрещиваю, разные кристаллы, и получаю возможность через случайную вот эту трансформацию получить другой кристалл усиления, который у нас здесь на выбор недоступен, и который мы собираем путем покупки кристаллов вот здесь вот в лавке. Я сейчас говорю, например, вот про такой кристалл, он у меня пока что эпический. Вот про такой кристалл, это у нас редкие и недоступные на выбор, да, то есть мы их в лавке скупаем. И вот про такой кристалл. Это все ценные кристаллы, которые лично я собираю каждый сезон. И в том числе я делаю это за счет скрещивания, да, разных типов кристаллов. Это что касается кристаллов усиления. Но важным еще является кристалл активации. Мы, естественно, выбираем здесь те, которые легче всего и быстрее всего активируются. Лично я беру всегда один вот такой вот, ну потому что он сам по себе без всяких условий активируется на старте боя. И плюс ко всему активируется потом каждые там 20-15 секунд. То есть мы его ставим там, где у нас одноразовое срабатывание вот этого кристалла усиления. Также я беру один вот такой кристалл. Почему? Потому что собирать усиление, например, команде Ледяного Взрыва, ну просто элементарно. Особенно там с какой-нибудь Филосией, да, ну они очень быстро набираются и несколько секунд проходит, и он уже активируется. Третий кристалл я беру вот такой, потому что мы в любом случае босса будем уничтожать, да, и в любом случае мы минимум 3 раза активируем наш кристалл усиления, потому что будем снимать ему очки здоровья. Поэтому вот этот я тоже беру обязательно. Также я беру еще вот этот вот. Он уже посложнее. Мне иногда приходится выключать, например, у абсолютный навык билдель там, либо шине. То есть, чтобы урон был не слишком высокий, чтобы мы успели более 5 раз активировать абсолютный навык у наших союзников. Поэтому он мне не нравится, но легче, проще кристаллов я больше не вижу. Потому что здесь видим, что кто-то должен погибать. Это плохое, я считаю, условие. Этот, в принципе, неплохой. Единственное, что здесь маленький шанс. И не факт, что, допустим, за короткий бой у вас он успеет активироваться. Здесь тоже плохое условие, менее 5 бойцов. То есть мы теряем связь стихий. Это ужасный кристалл. Также я считаю, что плохой кристалл вот этот. Потому что сложный режим подземелий, да, 6-й, допустим, уровень там того же какого-нибудь жабы, например, либо гарпии, его не то чтобы так легко пройти. И если мы будем без связи стихии играть, ну это будет совсем непросто. Ну, теория теории, давайте посмотрим уже вживую, да, как я вот, допустим, это буду делать, может быть, так будет еще более понятно. Один вот этот вот камень, кристалл усиления я забрал, он касается наград. Как я уже сказал, обычно я делаю вот так вот, то есть я просто беру разные кристаллы, неважно какие, просто беру разные кристаллы. Я это делаю для того, чтобы, как я уже сказал, получить... Так, давайте сначала еще второй сундук откроем. Прежде чем идти туда, в кузню, так сказать. Так, и, как я говорил, вот этот возьму.
Так, вот это ослабление, а мне нужно вот усиление. Усиление, очки здоровья и абсолютные навыки. Вот так вот. И можно еще добрать, например, вот этот вот на усиление и на абсолютный навык вот это вот. Потому что 7 навыков это довольно-таки много, то есть придется ждать, да, задержкой. Если мы его усилим до 2, допустим, звезд, то нам будет проще. И давайте сразу в подземелье. У меня здесь только 5-я, видим, сложность. Начнем с нашего замечательного безликого вампира. Вампиреныша. И сюда я захожу сначала в изготовление. Я говорил вот про эти кристаллы, вот про эти, вот про эти. В первую очередь я хочу получить легендарный вот такой, потому что здесь у нас шанс на то, что будет улучшено снаряжение, которое нам выпадает, до мифического либо легендарного плюс. Поэтому я хочу вытащить его. И, собственно, для этой цели я взял вот эти вот разные кристаллы. Я просто их скрещиваю. Еще раз скажу, что если у вас слабенький аккаунт, то вам, возможно, такой вот ерундой заниматься не стоит, а вам лучше стоит на живучесть что-то взять. Что-то на живучесть себе оставить. Если вам сложно очень пройти вот эти вот высокие этажи в этих подземельях. Так, ну мне здесь не везет, мне все на живучесть выпадает. Так, ну здесь первое на награду, да? Но это, ну, так себе. Камешек, он такой самый базовый. Поэтому я буду пробовать еще. Нет, не повезло, к сожалению. Да, он максимальной звездности вот этой. 5 звезд это максимум. Но совсем не тот эффект. К сожалению, не повезло. То есть остается пока что как есть. Увеличим пока вот эти вот. Так, ну на просвещенность на самом деле мне не нужны вот эти камешки. Поэтому я, возможно, сделаю вот так вот. Вот так вот и вот так вот. Нет, не повезло. Ничего нужного не упало, ладно. И здесь звезды не улучшили. Ну, будем работать с тем, что есть. Что поделать. А здесь я хотел... Так, хотел увеличить. По-моему, вот это вот, да? Да, на... Ну, нет, не повезло, я просто впустую потратил его. Вообще, когда мы объединяем 2 звезды и 1 звезду, это самый плохой вариант. Чаще всего 2 остаются на месте. То есть там шанс такой на улучшение, что капец. Вот чаще всего так и остается. То есть мы тратим ресурсы впустую. Ладно, не совсем удачное объединение. И как я их выставляю? Активированные навыки, да? Достигает 7. Ну, например, вот так вот. Пускай будет... Здесь нужно только 1 раз активировать, видим, да? Поэтому ставим здесь. Здесь у нас усиление. Они довольно-таки, как я уже сказал, быстро собираются. И мы тогда поставим, наверное, вот этот вот камешек. А, сколько здесь до 3 раз? Нет, тогда он сюда не подходит. Тогда, например, вот так вот. Это у нас... 1 раз. Ну да, 1 раз. А здесь усиление. Так, ну в принципе тоже подходит. А здесь 1 раз. Что нам здесь нужно усилять? А у меня здесь нету другого кристалла на самом деле. А, он здесь вот. Ой, вот так вот тогда. Вот, 1 раз, да, достаточно. И здесь мы выбираем вот этот. Он здесь до 3 раз, как раз каждые 30% снесенных ему очков здоровья, да, будут активировать. То есть как раз 3 раза успеют. Вот так вот. Такая вот комбинация. Если вам не нужен вот этот вот критический шанс, крит урон, то можете, конечно, какой-то другой поставить на живучесть, либо другой эффект. Хотя я тут как бы не вижу больше эффектов нужных. Учитывая, что у нас, ну, по крайней мере, у нас у кого много команд уже собрано, они практически все, да, критический урон и критический шанс требуют. Поэтому оставляю вот этот камень. Ну и, собственно, прохожу. И мы не забываем, да, что 7 абсолютных навыков нам нужно активировать. То есть мы не торопимся его уничтожать. И для этого команда ауры, вот эта скоростная, совсем не подходит. Здесь лучше подойдет команда с живучестью. То есть со щитами, там со штрафами атаки. В лучшем случае даже вот Фредгунду можно заменить на Виньяру. Я не заморачивался со снаряжением, не думайте, что я специально это все собираю. Так, еще раз, держим в уме 7 абсолютных навыков, поэтому я отключаю шину, иначе они слишком быстро его снесут.
Сейчас у нас 3 активировано, причем билдель можно использовать. Это 4-й, да? И нужно, чтобы они еще раз сходили. 5. 6. Ну и, в принципе, можем уже шину запускать. Ну, у меня не такой получился высокий урон, да? Можно было, может быть, и не выключать их. Но на поздней стадии сезона уже чаще всего, да, слишком высокий урон. И 7 раз навык они не успевают использовать и не активируют этот кристалл. Поэтому учтите. И 6-ю сразу сложность пройдем. А ну-ка. Тогда вот так вот я делаю. Все на авто. Ну, самый простой противник на самом деле. Обращайте внимание, здесь еще всплывают вот эти подсказки, да, что у нас кристалл активируется. Хотя оно настолько как-то быстро и непонятно, что не всегда успеваешь посмотреть. Ну вот как-то вот так вот. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.